Godspeed to the city streets. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами моим новым авторским рецептом кулича Краффина – двойные слои. Это необычная версия любимой пасхальной выпечки, где мягкое сдобное тесто соединяется со слоеным дрожжевым. Благодаря этому краффин получается особенно воздушным, с красивыми раскрывающимися слоями и очень нежной ароматной серединкой. В результате получился краффин с богатым сливочным вкусом, легкими цитрусовыми нотами и красивой слоистой структурой. Выпечка получается не только вкусной, но и очень эффектной. Такие краффины красиво раскрываются в духовке и выглядят по-настоящему празднично. Для приготовления теста мне понадобится в первую очередь в теплом молоке, температура которого примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Я добавлю в молоко немного меда. Можно использовать и сахар. Добавляю примерно 1 столовую ложку меда. Всыпаю дрожжи и хорошо перемешиваю. Оставляю дрожжи постоять примерно на 5-7 минут. Добавляю в сахар цедру апельсина. Перемешиваю и как бы сахар немного растираю с цедрой. Так она больше отдаст своих ароматов. Также оставляю постоять минут на 5. В миску просеиваю муку. В муку всыпаю ароматный сахар. Добавляю соль, чайную ложку экстракта ванили, можно заменить ванильным сахаром, немного перемешиваю, вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю 2 яйца среднего размера. Сначала все замешиваю лопаткой. Конечно, такое тесто вы можете вымешивать и в тестомесе. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше. Смотрите по консистенции. Сейчас у меня получается такое достаточно вязкое тесто. Я добавлю в него немного муки, так как я еще сюда не добавляла сливочное масло. Добавляю примерно 20-30 граммов муки. То есть всего у меня было 450, добавила 30 граммов, получается всего 480 граммов муки. И сейчас я уже перехожу к замешиванию теста руками. Начинаю добавлять сливочное масло, мягкое. Хорошо вмешиваю масло. Добавляю следующий кусочек. И добавляю последний кусочек масла. Сейчас я тесто еще немного вымешу в миске и домешу его на столе. Перехожу на стол. Постарайтесь тесто хорошо вымесить, тогда оно будет очень таким эластичным и легко раскатываться. Я буду вымешивать тесто на столе примерно в течение 7-8 минут. Мне надо, чтобы оно абсолютно не прилипало к рукам и к столу. Посмотрите, какое шикарное тесто получилось. Оно абсолютно уже не пристает ни к рукам, ни к столу, но вместе с тем оно очень нежное и мягкое. Посмотрите, оно буквально перетекает в руках. Подбираю его в шар, беру чистую миску, смазываю ее растительным маслом без запаха. Тесто я также слегка смазываю сверху растительным маслом, так как оно, конечно, высоко поднимется. И чтобы не прилипло к пленке. Закрываю миску пленкой, оставляю немного отверстие, чтобы проходил воздух. Отправляю тесто в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Оно должно увеличиться в объеме больше, чем в 2 раза. Также для моего рецепта мне понадобится масло для слоения. И здесь у меня самые разные цукаты, которые я замочила в натуральном апельсиновом соке. И немного сахарной пудры. Выпекать куличи я буду вот в таких разъемных формах. Маленькие формочки диаметром 12 см, высота 10 см. И большая форма, диаметр 16 см, высота 13 см. Все формы выстелила пергаментной бумагой и дно, и бока. Цукаты постояли, и сейчас я с них солью апельсиновый сок и обсушу бумажными полотенцами. Слегка их присыпаю сверху мукой. Тесто у меня вот так шикарно подошло. Достаю его из миски. И теперь его делю на 4 равные части. Каждая часть получается примерно по 238 граммов. Подкатываю их в шар. Оставляю отдохнуть минут на 5 и начну раскатывать.
стол присыпаю мукой. Беру кусочек теста, сверху также слегка подпыляю мукой и раскатываю в прямоугольный пласт. Если надо, подпыляйте тесто мукой. Размер моего пласта получается 35 сантиметров на 25 и толщина буквально 2-3 миллиметра. Я слегка подпылила мукой доску и переношу на нее тесто. Очень аккуратно приподнимаю и выкладываю. Если у вас большой стол, вы можете просто разложить это тесто рядом. И раскатаю следующий кусок теста, точно такой же пласт. Пласт теста, который я переложила на доску, смазываю мягким сливочным маслом, тонким слоем. Можно делать руками, можно кисточкой, как вам больше нравится. Слой масла не должен быть толстым. Теперь немного присыпаю сверху сахарной пудрой, буквально совсем чуть-чуть для вкуса и для большей слоистости. И выкладываю половину цукатов. Распределяю равномерно по тесту. Точно так же я промазываю маслом вторую часть теста. Я это делаю сейчас, потому что потом, когда я выложу его сверху на цукаты, будет неудобно промазывать маслом, чтобы тесто не порвалось. Промазываю также тонким слоем и распределю в конце руками. Ну и теперь я беру вот этот кусочек теста и выкладываю его на первый. Масляной стороной вверх. Объединяю их. Подтягиваю там, где надо. Прижимаю, чтобы выпустить лишний воздух. Если где-то там немножко неровно соединилось, в этом нет ничего страшного абсолютно. Пока доску с тестом я убираю в сторону и дальше займусь слоеным тестом. У меня вот такой кусочек слоеного теста весом 250 граммов. Хотя оно у меня раскатано достаточно тонко, я его разделю на две части. В каждый рулет добавляю по половине. Разрезаю пополам. Одну часть теста перекладываю на подпыленный мукой стол, а вторую отправлю пока обратно в холодильник, чтобы слоеное тесто не таяло. Оно будет для второго рулета. Этот кусочек я подпыляю мукой и еще немного его раскатываю. Здесь очень важно, слоеное тесто не должно быть толстым слоем, иначе оно не пропечется внутри. Я стараюсь его раскатать до размера моего пласта. Вот эти два слоя дрожжевого теста с цукатами я присыпаю сверху сахарной пудрой. Не надо много, чуть-чуть буквально. Теперь я беру слоеное тесто и выкладываю его сверху на дрожжевое. Все очень просто. Хорошо его прижала. В итоге получается вот такой как бы сэндвич из 3 кусков теста, а внутри цукаты. Теперь я все скручиваю в рулет. Не надо слишком плотный, чтобы было куда расти слоям. Скручиваю рулет по длине. Вот такой рулет получился. Поднос я слегка подпыляю мукой и сюда переношу рулет. И сейчас очень такой достаточно важный момент. Рулет я отправлю в холодильник, чтобы он немного застыл. Тогда легче его будет разрезать и красивее будут слои. А я буду формировать тем временем второй рулет. И вот такой второй рулет у меня получился. И сейчас я их поменяю местами. Первый рулет я перекладываю на доску. Я достала его из холодильника. А второй отправляю в холодильник. Острым ножом разрезаю рулет на две части. Вот такая красота получается. И теперь из каждого куска я формую крафины. Как обычно. Сначала я подкручиваю вот здесь внизу. И вот так вот, выкладывая слоями вверх, накручиваю и делаю вот такую петельку. Обязательно подкручивайте таким образом, чтобы все слои были сверху. И точно таким же образом я закручиваю второй крафин.
вот таким образом подкручиваю. И делаю верхушку. Верхушку делаем вот такой петелькой. Переношу крафины в формы. Видите, как отличается здесь внутри тесто дрожжевое и слоеное. Можно слегка расправить слои. Просто вот так вот прямо пальцами раздвинуть их немного, чтобы они потом хорошо раскрылись. Сверху я их закрываю пленкой и ставлю на расстойку в теплом месте. И сейчас я буду формовать большой крафин из целого рулета. Я точно так же разрезаю рулет пополам. Скручиваю первый. Здесь не надо делать верхушку, просто скручиваю вот такими слоями. И теперь скручиваю второй рулет. Уже делаю из него форму крафина сверху. Делаю вот эту петлю. И один рулет я устанавливаю на другой. Вот как бы делаю такое продолжение. И все переношу в форму. Внутри хорошо я все поправляю. И стараюсь расправить слои. Закрываю сверху пленкой и ставлю на расстойку в теплом месте. Тесто уже великолепно подошло. У меня крафины стояли на расстойке примерно 1 час. Слои немного раскрылись. Тесто стало пышным и мягким. Если слегка тронуть форму, они чуть дрожат, как желе. И сейчас крафины я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку сначала примерно на 5-7 минут, затем снижаю температуру духовки до 170 градусов, и маленькие крафины выпекаю примерно 30-35 минут, а большой примерно 40-45 минут. Форму я ставлю на второй снизу уровень, так как крафины получаются довольно высокие. И, конечно, вы смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Если верх начнет быстро темнеть, надо накрыть их фольгой. Маленькие крафины я достала из духовки и проверяю их готовность. Большой крафин я достала также из духовки. Он выпекался у меня еще дополнительно 10 минут. Все крафины оставляю остывать примерно на 5-7 минут в формах. Вы только посмотрите, какие нежные, пышные крафины получились. И у них так много слоев. Сверху крафины, как обычно, присыпаем сахарной пудрой. Посмотрите, какой крафин получается пышный, легкий и очень красивые слои. Уверена, такой выпечкой вы снова сможете удивить всех своих родных и близких. Друзья, я очень рекомендую приготовить такие новые куличи-крафины к вашему пасхальному столу.